Наверное, так странно просто брести по улицам родного города, без цели, без направления. Город. Шумный, пыльный, суетливый, оглушающий немолкающим ревом машин. Или тихий, уютный, невероятно близкий, сокровенный. А может, все вместе и сразу? Скажете, так не бывает? Глупости. Город — это отражение нас самих, наших эмоций, чувств, нашего настроения. Город — это люди, и в то же время это что-то другое, живущее само по себе. Мой родной любимый город Нарва. Интересно, почему я сказала родной? Потому что родилась в нем? Потому что с самого детства мне знакомы каждая улица, дерево и тропинка? Нет, это было бы слишком банально. Поистине родной город — это максимальная концентрация впечатлений. Не чего-то определенного, например, радостного и хорошего, а всего сразу. Сильного, слабого, веселого, печального, таким мощным потоком, что ты готов захлебнуться им и раствориться в его бездонных глубинах. Нарва для меня именно такая. Прекрасная, мудрая, загадочная, великая. У нее есть своя душа, и она рвется рассказать о себе всем вокруг. Она хочет, чтобы они вспомнили, чтобы ее снова полюбили. Она хочет оживать каждый день с первыми лучами восходящего солнца, отражающимися в бесчисленных оконцах, и радовать ослепительным светом каждого прохожего, невольно рисуя улыбку на его лице. Звучит абсурдно? Как бы не так. Есть люди, влюбленные в большие города, потому как там, в суете будни, они могут затеряться не только среди толпы, но и, пожалуй, даже в собственных мыслях. Попросту отвлечься и забыться, прочувствовав, как вокруг них струится время, пронзая каждую клетку тела. А может, потому, что мегаполисы до краев наполнены историей, где, гуляя по улицам, перед тобой буквально на каждом шагу вырастают, глядя через пелену неплотно закрытых век древности, достопримечательности, так сладко манящие и жаждущие скорее поведать о себе. Помнится, я сказала большие города. Так вот, для меня Нарва как раз большой город. Нет, не по величине, и вообще глупо так мерить города. Мы же при знакомстве не измеряем людей, узнавая их рост и вес. Нам хочется приоткрыть дверцу души человека, узнать, чем он мыслит, чем живет. То же самое и с городами. Поэтому я люблю Нарву. У нее огромный внутренний мир, и это легко доказать. Макс Фрай говорил: похоже, это очень важно для города получить возможность поговорить с людьми на понятном им языке. Я бесконечно люблю проходить возле Воскресенского собора. Мир, покой, гармония. Ты просто идешь по улице и радуешься. Чему? Не знаю. Наверное, просто тому, что живешь, что можешь видеть лучи солнца, упорно пробивающиеся сквозь толщу облаков. Можешь чувствовать дыхание ветра, запутавшегося в волосах. Ты словно преображаешься, начиная обращать свой взор на вроде бы обычные вещи. Этот храм был построен в конце XIX века по проекту архитектора Павла Алиша в неовизантийском стиле. Во время сражений 1944 года, когда большая часть города была разрушена, он чудом остался почти нетронутым и сохранился по сей день. Его стены были свидетелями ярчайших эпохальных событий Нарвы, и они всегда будут помнить каждый заголовок в исторической хронике нашего города. Если бы им только удалось рассказать нам об этом. А может, стоит остановиться и прислушаться? Город — учитель человека. Казалось бы, какую информацию могут дать нам обычные улицы, здания, дороги? Вероятно, без дополнительных источников крайне малую.
Но вот научить любоваться прекрасным, видеть красоту даже в обыденности, уметь проводить время наедине с собственными мыслями, пытаясь открыть для себя очередную простую истину. Разве город не учит нас этому? Например, проходя возле Александровского собора, вряд ли кто-либо сможет остаться равнодушным к его великолепию и чарующей притягательности. Собор был построен в конце XIX века и назван в честь российского императора Александра II. После Второй мировой войны полностью была разрушена колокольня собора, восстановленная лишь в 2008 году. Сейчас в ней открыт музей истории церквей. Один из самых простых способов любить город, в котором живешь, время от времени смотреть на него глазами чужака. Пожалуй, памятник «Шведский лев» – прямое тому доказательство. Его открытие состоялось в 2000 году в память о победе шведского короля Карла XII в битве под Нарвой во время Северной войны 1700 года. Монумент стал подарком городу Нарва от шведского королевства. Самый чудесный город – это тот, где человек счастлив. Разве Эрих Мария Ремарк не прав? Гуляя по речному променаду, наверное, каждый с уверенностью согласится с ним. Променад невероятно интересен своими различными тематическими объектами. Сцена Дальберга на открытом воздухе, шведская терраса с игровыми элементами в форме львов для отдыха всей семьей, площадь Солнца с летним кафе, солнечными часами и фонтаном. Все это вмиг превращает обычную прогулку в маленькое сказочное путешествие вдоль реки, которым непременно хочется поделиться со всеми вокруг. Тихие городки часто полны сюрпризов. Они словно завернутые подарки под елкой в новогоднюю ночь, хранят в себе неожиданные тайны, нечаянные радости. Некоторые так и останутся хранилищами загадок на многие века. Другие же готовы приоткрыть завесу только самым любознательным и пытливым путешественникам. Нарвские бастионы 17-18 века как раз хотят поделиться чем-то очень захватывающим. В маленьких городах есть что-то особенное, какой-то свой неповторимый уют. Мне кажется, или Олег Рой писал именно про Нарву, про чарующий темный сад. Этот старейший парк, расположенный на бастионах Виктория и Пакс, привлекает своей уникальностью. На бастионе Виктория установлен памятник в виде креста в честь русских воинов, погибших во время Северной войны в 1704 году при штурме города Нарва. Гуляя же по остальной части парка, мы можем насладиться прочими культурными объектами, а также вдохновиться живописными видами реки Нарова. Говорят, что улицы и дома хранят память о мгновениях счастья, пережитых любящими душами. Концентрация таких впечатлений возле художественной галереи предельно максимальная. Интересно, что в одном из залов галереи находится постоянная экспозиция, основу которой составляют работы из Нарвского городского музея имени Сергея и Глафиры Лавренцевых, включая картины Айвазовского, Шишкина и других знаменитых художников. В здании также проходят выставки современного искусства эстонских и европейских художников. Нарвская галерея – бесценное место вдохновения, пропитанное духом творчества. Я очень крепко связан с моим городом, потому что я его продолжение. Мы все рождаемся с целью изменить кого-то или что-то. Банально, но фраза «наше будущее в наших руках» действительно словно начертана на сердцах людей. Мы по крупицам строим мост в завтрашний день, надеясь сотворить его лучшим, совершенным, новым. Но иногда нуждаемся вернуться к прошлому, чтобы не забыть, с чего же все начиналось. Нарвская ратуша – эхо прошлого. Здание было построено в стиле барокко в 17 веке по указу шведского короля Карла XI. В настоящее время в ратуше размещен макет старой Нарвы. Города как люди, либо развиваются, либо умирают. Здание Нарвского колледжа Тартуского университета – один из явных символов развития Нарвы. Колледж имеет очень необычную архитектурную форму,
Но особенно интересно представлен передний фасад здания, являющийся как бы зеркальным отражением биржи, которая находилась на Ратушной площади города, но была разрушена во время Второй мировой войны. И этот город останется также загадочно любим. Сердце Нарвы, гордость и любовь жителей, предмет восхищения туристов, несомненно, Нарвский замок. Это одно из самых интересных средневековых строений в Эстонии и главная архитектурная достопримечательность города. Сейчас в замке располагаются экспозиции Нарвского музея. В летнее время на территории также открыт Северный двор, интерпретация части города XVII века, в которой жили мастера-ремесленники. Прогулки у замка напоминают чтение дневника жизни Нарвы. Каждый раз его стены словно оживают, начиная нашептывать легенды древности. Размышлять о вечном. Это размышление похоже на бормотание старика, сотканное из гула крыш, из шелеста деревьев, из хлопанья стаи. Часто люди коллекционируют города, получают визу, фотографируются на фоне достопримечательностей и едут дальше. Города тоже коллекционируют людей. Хватают зазевавшихся на фоне достопримечательностей туристов за сердце и уже никогда от себя не отпускают. Нарва именно такая. Она не позволит забыть о себе. Поэтому я люблю свой город.